Ребята, всем привет, с вами снова Михаил. Давно с вами не выходил на связь, уже, по-моему, месяца 3-4. И вот настал тот день, когда я решил записать новый урок. Вот, и как и обещал, мы с вами будем продолжать серию уроков с патронами. То есть в предыдущем уроке мы делали патроны, а в этом уроке давайте создадим такой простенький револьвер. Я предлагаю вам, если кто хочет повторять за мной этот урок, либо ставьте на паузу, либо, может быть, уменьшите скорость, потому что кто-то, может быть, более опытный уже вартками, просто смотрит, Поэтому я сделал ролик, на таком ускорении, да, небольшом. Вот. Ну и что, давайте от слов к делу, поехали. Первое, что мы делаем, это на нашей рабочей области создаем ствол. Как всегда, у нас рабочая область 1000 мм на 1000. Ну и разрешение я выбрал что-то средненькое, там не помню, по-моему, 7 мегапикселей плюс-минус. Ну и смотрите, мы рисуем прямоугольники, квадраты. Вы можете в точности брать размеры, повторять, то есть ставьте себе на паузу. Вот, и если хотите, полностью повторяйте. Я предлагаю, что сделать? Я предлагаю вот из этих элементов, то есть у нас уже есть патроны, и сейчас вот мы рисуем револьвер, да? И я предлагаю впоследствии сделать, завершить эту работу, сделать какое-то панно. Мы с вами уже доведем до результата, ну и, соответственно, уже что-то соберем из этих элементов. То есть вот в таком ключе будем что-то делать. Ну а сейчас вы можете наблюдать, да, вот как простой там квадрат мы преображаем в часть элемента нашего револьвера. Вот, скажем, сейчас нарисовали основную коробку, ну и, соответственно, сейчас нужно будет рисовать ручку. То есть мы берем произвольно какие-то формы, накидываем. Вы сами тоже можете либо поставьте на паузу и сделайте плюс-минус, как у меня формы. Ну или если у вас ручка будет немножко отличаться, это не сильно принципиально. Вот. Главное, придерживайтесь основной концепции. Вот, и сейчас ручку мы сольем. Вот сейчас я подтяну какие-то элементы. И мы эти все элементы сольем воедино. То есть у нас, по идее, есть вот основная коробка. Вот, есть стволовая часть. Вот, собственно, где нижняя часть, где крепится барабан коробки, да, и сам ствол. И, соответственно, будут накладки, и сам барабан. Вот. Ну, то есть, вот со временем, чтобы вам тоже не путаться. Изначально у нас, получается, будет сколько? 3 высоты рельефа. Или 4, подождите. 3, да? То есть, получается, коробка барабана, стволы и накладка на ручку, да? Ну и, соответственно, еще, сам курок, да, будет отличаться. Курок, да, будет отличаться по высоте. Ну, вот, в принципе, сейчас вы можете видеть. Я рисую непосредственно курковую часть. Тоже так рисуем произвольно. Берем эллипсы, берем кругляшки и что-то начинает получаться такое. Но опять-таки мы не рисуем какую-то определенную модель револьвера, поэтому можно отходить от какой-то геометрии, делать произвольно. Вот у меня здесь вылетел узелок, нужно подправить было. Вот, и мы не рисуем конкретную модель, мы рисуем абстрактный револьвер, поэтому только ваша фантазия, если вы нарисуете, может быть, что-то от себя, мне кажется, только супер. Вот. Рисуем мушку на стволе, отсекаем вот ее, подправляем, она сильно большая была. Вот. Опять-таки, я не вымеряю сейчас никакие размеры, я просто, наглядно мы рисуем, чтобы научиться работать, так сказать, вартками. Вот я сейчас отсек, чтобы сделать накладку на ручку. Сейчас чуть-чуть подправлю узлы, ну и, соответственно, мы уменьшим смещение векторов вовнутрь сделаем. Ну и вот если посмотреть, сколько узлов, их тоже нужно немножко уменьшить количество. Вот. Ну и подтянем вниз ручку. Вот. Ну вот практически, да. Давайте нарисуем еще гаечку. Вот. Ну,
принципе, по идее, когда вы рисуете вектора, чем больше будет элементов, тем будет красивее в итоге рельеф. Но сейчас мы как бы не стараемся там слишком что-то выдумывать, да, такое сильно сложное, потому что мы учимся, да. Со временем, конечно, если, в принципе, можно усложнять, добавлять каких-то элементов, и за счет этого будет смотреться рельеф намного богаче, красивее. Опять-таки, если вы делаете рельефы, что-то мелкое, да, делаете, допустим, ювелирку, и она будет сантиметр или два, да, там, ну, я не знаю, какой-нибудь брелочек маленький, то смысла нету делать большую детализацию. Ну, а если мы делаем какое-то большое панно, ну, там уже, конечно, есть смысл заморочиться и как можно больше внести элементов в это панно, чтобы оно смотрелось более богато, интересно. Потому что человек будет смотреть как бы на него, как сказать, соотношение, если 3 миллиметра или 10 метров, да, или там 1 метр панно, ну, соответственно, от этого мы и как бы пляшем с детализацией. Так, ну что у нас тут? Мы дорисовываем, по сути, часть, где у нас идет курок. Вот, немножко допиливаем и сейчас отсечем все лишнее. Вот, и практически осталось непосредственно сделать сам курок, да, пистолета. Сейчас мы сделаем его из обычного, берем обычный круг, ну и соответственно его уже подправляем там, как вы видите. Может, у вас будет другой курок немножко, ну плюс-минус есть от чего отталкиваться. Вот. Ну и собственно вот сейчас мы подгоним что-то. Да, вот держатель, да, скажем, держатель барабана немножко подогнали, здесь подправим узелки. Вот. Ну и вот практически, да, готов наш револьвер. На этом, наверное, мы закончим. То есть векторную часть мы сегодня уже завершили. В следующем уроке я предлагаю из этих векторов нам создать уже непосредственно рельеф. Ну и, соответственно, я думаю, что это будет как серия, и дальше мы продолжим из этих компонентов что-то делать. Итак, с вами был Михаил. Всем пока. До новых встреч.